Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовой фетиш». Мы продолжаем работать со строчными и перейдем к диакритике строчных букв и соберем из нескольких компонентов полноценные буквы, например, Ё, J или букву I. Е в целом рисуется по принципу буквы О и по принципу буквы С. Мы откроем с вами латинскую Си и предварительно вставим сюда образец. Вставляем, уменьшаем, примерно так, и отправляем в маску. Теперь заходим сюда, выделяем элементулом весь слой, вставляем. Все уже в принципе почти готово. Так. Ага, Ctrl-Shift не надо было нажимать. Так, отвязываем. Теперь можно его спокойно двигать. Так, сразу мне не нравится вот это. Сделаем вот так. И вот это нам не понадобится. Здесь, кстати, S сделано. Я просто сделал одну длинную такую линию. Тут не важно, раздельные они или не раздельные. Так, здесь мы это удаляем. Добавим прямоугольник. Так. У нас 88 высота. Надо будет его сейчас вставить вот в этот элемент. Не обращаем внимания пока на это все. И я бы, наверное, вставил букву О. Вообще надо было делать не из буквы S, а из буквы О, потому что она вот эту часть имеет. Она нам сейчас пригодится. Делаем еще один слой. Вставляем сюда букву О. И у нас 540. Е у нас чуть меньше получилось. Ну, во всяком случае, так на примере, поэтому О мы немножко на фоне подвинем. Вот, и попробуем вот эту часть повторить. Так, отлично. А вот эту часть нам полностью повторять не обязательно. Делаем вот так. И, наверное, я бы даже немножко опустил. Так, сейчас залью. Это у нас должна быть 88. Сейчас сделаем 88. Опять же, все так примерно на глаз. Так. Так. Примерно посередине есть. Вот это сделаю режим каркаса, чтобы она мне не мешала видеть, потому что она очень сильно мешается. Так. Ну, в целом было бы норм, но немножко коряво. Поэтому надо верхние овалы немножко вот так раздуть, чтобы компенсировать то, что у нас посередине появилась перекладина. Иногда вот эта часть бывает тоньше, чем сверху и снизу, горизонтали. Но мы оставим как есть. И вот это чуть меньше. Вот, а теперь, что мы можем делать? Мы, в принципе, можем оставить так, как есть. Но если посмотрим на то, что я нарисовал ранее. Так. Сделаю еще один слой. И закину туда. Да что такое? Очень интересно.
Почему ты не хочешь копировать? Непонятно. Ладно. Сейчас мы это дело... ну понятно, так. Так, ну короче, вот. Что из себя представляет она? Это вот такой элемент, если я вот эту часть сейчас беру, здесь Smart Corner или Make Node, и тогда полностью убираю фильтр. Или, например, могу нажать... Так. Expand Filters. Тогда оно все сольется. И в целом такая форма очень даже неплохо выглядит. Я попробую сейчас вставить вот сюда. Да. Все это мы убираем, оставляем ее такой. В принципе, она меня полностью устраивает. Идем дальше. Это мы удаляем. Теперь, чтобы из этой буквы нам сделать ее, нам нужно добавить сюда якорь. Правой кнопкой добавить якорь. И ставим его вот сюда, прямо на высоту X-Height. И чтобы не позиционировать его, я просто пишу здесь центр. Это что такое? Центр. Все, теперь вне зависимости от того, где у меня сейчас будет, какие у меня будут сейчас опроши, она будет строго по центру. Если я сейчас вот здесь напишу О, вот здесь напишу О, оно должно, по идее, обновиться. Так. Ну, видимо, обновилось. Ну да, вот 285, все окей. Отлично. Это у нас буква Е латинская. Здесь у нас автоглиф в русской букве Е. Теперь, что нам нужно? У нас есть dot accent. Заходим в него, но прежде чем мы его нарисуем, мы сделаем букву I. Что из себя представляет буква I? I это обычный... Так, это нам не нужно здесь абсолютно. Вот. I это у нас stem, самый обыкновенный. И квадратная точка. Поэтому редактируем маску, вставляем, увеличиваем. И примерно так. Также мы рисуем точку. Но так как у нас в оригинальном примере высота выносных элементов больше, чем в пропорциях, которые рисуем мы, эту точку мы нарисуем чуть ниже. Но размер сделаем примерно такой. Так. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что размер у нее 106 на 106. Меня это полностью устраивает, я просто скопирую его, чтобы не рисовать. Создаю новый элемент, вставляю, и вот у меня примерно так он выглядит. Сейчас здесь мы сделаем N и N. И вот это подвинем. Раз, два. Ага, все, отлично. Ровно посередине. Но мы же с вами N позиционируем как букву, у которой сверху нет никакого элемента, тем более увеличивающегося. Поэтому если мы посмотрим на N и между ними поставим I, то мы увидим, что между краем буквы N и границей площадки, на которой она находится, 60 точек. А если здесь посмотрим, то здесь 67 и здесь 65. Почему? Вопрос. И почему же открылось, тоже вопрос. Не понимаю.
Так, это я удаляю, чтобы оно не мешало. Итак, вот. У нас получается 66, 66. Вот. Должно ведь быть 60. И чтобы эту проблему решить, мы вот эту штуку мы с вами спрячем в dot-акцент, который мы до этого создавали. Специально для того, чтобы повторно его потом использовать в букве J, в букве Ё, ну и в будущем каких-то других букв. Поэтому что мы делаем? Мы просто берем, копируем и заходим в dot-акцент. Причем не кейс, который мы уже рисовали, а в обычный. И точно так же здесь пишем О. Здесь уже, так как это маленькая диакритика, мы добавляем так как это маленькая диакритика, мы опроши берем из маленькой буквы О, чтобы они более-менее были пропорциональны. Итак, это мы сделали. Добавляем сюда якорь, чтобы мы могли повторно использовать эту штуку. Здесь пишем центр. Так. И теперь возвращаемся в букву I. Теперь нам нужно это заменить. Но прежде чем мы это сделаем, мы и вот этот stem тоже закинем в другую букву. Для этого нам нужна буква под названием dotless I. И сразу же сделаем dotless J. Фонд. Добавить из каталога. Сразу пишем. Тут либо можно скопировать из интернета букву, как я показывал ранее, либо просто я знаю ее название. Пишу dotless I. Добавилось. И чтобы не уходить отсюда, сразу пишу J. И тоже добавляю ее. Отлично. Заходим в нее, удаляем привязку к обычной I, потому что мы будем делать наоборот. И вставляем сюда stem маленький. Пишем здесь N, N, здесь у нас по бокам. Получается 60, но здесь почему-то из-за вот этого все съехало. Ну ладно, не страшно. Я знаю, что здесь по 60 здесь вот написано. И сверху тоже должно написано. Ну ладно, не важно. И добавляем сюда якорь. Так. А он мне не хочет его предлагать. Ладно. Я просто зайду вот сюда и скопирую его. Да блин. Иногда FontLab тупит люто. Копирую. Вставляю. Убираю нижнее подчеркивание топ, потому что это у нас основная буква. И он мне показал сразу облако. Здесь он обновился и показал мне ровно по 60. И теперь, когда у меня есть dotless I, который я могу, например, вот такую делать диакритику, могу вот такую и так. Вот такую диакритику в разных языках это встречается. Я захожу в dotless I, проверяю наличие здесь якоря, нижнее подчеркивание топ с позиционирования по центру. И захожу, даже в принципе я не захожу в букву I. Я просто, это даже мне удалять не нужно. Я просто жму вот сюда, автолейер. И он у меня сам собирает полностью готовую букву, которая состоит из, во-первых, стема, а во-вторых, из вот этой буквы. Но тут есть нюансик. Давай-ка мы сделаем
рецепт. Не просто вставим, а сделаем рецепт. То есть пишем. Сейчас я даже перепроверю. Да, dot resize плюс dot акцент. Пишем dotless I плюс dot accent comp. Почему я сделал именно так? Почему я написал сам вручную? Потому что до этого, если вы обратили внимание, он как-то, во-первых, коряво вставился, здесь почему-то ничего не было по-нормальному, а во-вторых, вот здесь у меня было 66, то есть он брал за основу вот эту часть. А теперь, когда я создал свой рецепт в автолейере, он берет за основу ширину только нижней части стема, верхний он игнорирует, поэтому при замерах метрик он использует размер конкретно до вот этого вертикального штрихка. То есть даже если я там огромный сделаю вот такой, ну, даже можно написать, что у нас бревикир, я пишу бревикир, так, у меня он не нарисован. На примере бревикир кейс сделаю. Бревикир.кейс. Он не растягивает площадку, он все равно продолжает мерить по вот этим границам. И теперь, когда я напишу слово, ну, допустим, вот так сделаю, он не растягивает и не делает слишком большие пробелы. Ну, в общем, вы поняли. Он просто берет и игнорирует размеры и площадку самого диакритического знака. Это очень удобно. Не нужно компенсировать это, там, брать ширину буквы, вычитать из нее те поля, за которые выходит этот диакритический знак. Я теперь могу его менять как угодно, и он все равно будет ровно как надо стоять. Потому что у меня, во-первых, есть stem с якорем, во-вторых, у меня есть отдельный диакритический знак с якорем, и у меня есть автолейер, который грамотно это все собирает. Так, вернем обратно. Это у нас dot accent comp. Все вернулось, все работает, все отлично. Теперь сделаем то же самое с буквой J. У меня есть J, dotless J. Я захожу в нее. Чтобы ее не рисовать, я просто ее скопирую, чтобы не тратить на это время. Добавлю сюда якорь. Пока его оставим так. Теперь, что нам нужно? Теперь нам нужно скомпенсировать его, потому что в отличие от диакритики, здесь мне как раз нужно спозиционировать его правильно. Если мы зайдем в готовую J, мы увидим, что слева у нас 60, справа 60, но на самом деле это получилось потому, что я убрал лишние значения вот здесь. Потому что если я здесь сделаю просто равно n, то он мне от крайней левой точки покажет. Поэтому мне нужно скомпенсировать вот это расстояние, чтобы она была ровно. Поэтому я пишу минус 80. И теперь, когда я буду писать JJJ и точно так же LLL, расстояние у меня будет одинаково. А если я здесь если я вот здесь уберу, то, конечно, у меня вообще все съедет. Итак, здесь мы делаем, мы вообще вернемся вот сюда. Здесь мы пишем n, здесь мы пишем n, здесь 140, здесь 60, вычитаем, получается 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все отлично. Вот здесь мы не можем написать центр, скорее всего, потому что он считает центр относительно всей площадки. То есть относительно края вот этой и края вот этой точки. Поэтому здесь нам, конечно, придется вручную позиционировать. И в этом нам поможет, если мы наведем на сам якорь, то справа и слева он нам показывает размеры. И когда мы сделали идеально ровно, он нам подсвечивает их синим.
Все, отлично, буква у нас готова. Теперь заходим, даже не заходим, а просто кликаем на автолеер. Ничего не происходит. Пишем или даже копируем название буквы плюс название акцента. Так. Почему? Потому что здесь какая-то путаница. Все, там лишний был, он сам на себя ссылался, и поэтому получилась ошибка. Отлично, здесь все готово. Для того, чтобы метрики не слетали, я сделаю так, чтобы вот эта буква не равнялась N, а равнялась вот этой букве. А J, в свою очередь, если я когда буду ее, я по-любому буду ее двигать, чтобы она у меня ссылалась по метрикам не на N-80, а на Dotless J. Поэтому в будущем, если я буду что-то изменять, оно будет отражаться сразу в двух буквах. Отлично, буква Ё. Но тут все просто. Мы открываем Brevik.ir, добавляем компонент .accent.comp, выбираем элемент Tool, зажимаем Alt, появляется плюсик, и сдвигаем. Сразу пишем О, и на какое-нибудь красивое расстояние мы это дело сдвинем. Ну, пока будет вот так. Добавляем якорь, центр, переименовываем. Он идеально посередине, мы видим это по синим 185. Пускаем ровно на ту границу, где заканчиваются строчные. Обязательно всегда якоря у вас должны быть на одной высоте. И чтобы не запутаться, просто равняйте их по прописным, либо по строчным. Отлично. Заходим в букву не русскую Е, а в латинскую. Ну, можно и в русскую на самом деле, но я обычно все делаю на основе латиницы. Так как у меня там автолеер, он у меня все данные оттуда подтягивает. И, собственно, надо поубирать пустые фильтры. Сохраняю. Обязательно сохраняю. Захожу сюда, кликаю на автолеер. Ничего не получается, потому что он ссылается на кириллическую. А в кириллической у нас... Да, в принципе, должно было получиться, но ничего страшного. Я пишу вместо вот этого знака Unicode, пишу букву Е. Так, что-то ему не нравится. Ну конечно. Я же вообще не туда рисовал. Это у нас Brevi, а я туда рисовал Diresis. В, Ctrl-A, скопировать. Даже можно вот так прям жестко заменить с удалением всего содержимого. Все, добавил. Это я очищаю. Это я нарисовал. Это нарисовал. Это у меня автоматически сделалось. Смотрим на букву Ё. Похоже. Похоже. Меня более чем устраивает. Так как я ее не рисовал, она у меня, как и I и как и J, это все автолеер, поэтому их помечаю синим цветом, голубым. Это я нарисовал зеленым. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, пересмотрите видео, заглядывайте в канал «Твой шрифтовый фетиш» в Телеграме, заглядывайте в чат, где можете задавать вопросы, заглядывайте в группу ВКонтакте, если не сидите в Телеграме, и заглядывайте на сайт «Твой шрифтовый фетиш», где я буду выкладывать различные шрифты, над которыми работаю, видео и другие полезные материалы. Увидимся в следующем видео.